Глава 216. Селянь вытряс все черные одеяния из сундука и повторно пересмотрел, но искомого не нашел. Ничего другого не оставалось, как снова надеть на себя брошенный чуть поодаль белый монашеский халат и обратиться к Хуачину. И если иного выхода нет, похоже, нам придется тащить с собой весь сундук. Хуачен прыснул со смеху, да и самому селяню показалось комичным и глупым угрожать кому-то с кучей тряпья в руках. Но что им еще оставалось? Только они забросили все черное одеяние в сундук и приготовились поднять его. Дверь дворца открылась, и внутрь прошествовала Лин Вэнь с утомленным видом и руками за спиной. Воцарилось неловкое молчание. По всей видимости, Лин Вэнь, отдохнув от ношения божества парчевых одежд, вернулась, чтобы надеть его снова, и как раз застала проникших в ее покой незваных гостей. Причем один застыл с невинным видом, другой с абсолютно безразличным, что на это сказать. Сказать нечего, и Лин Вэнь сложила два пальца вместе, чтобы коснуться виска. Она собиралась доложить обо всем Цзюнь, однако Хуачен оказался быстрее, один его взгляд, и створки дверей за спиной Лин Вэнь захлопнулись. Лин Вэнь же вдруг переменилась в лице, опустила руку и произнесла: «Градоначальник Хуа поистине силен». Селянь спросил: «Сань Лан, ты установил магический барьер?» «Установил, небольшой. Только вокруг этого дворца». Цзюнь мог окружить барьером всю столицу бессмертных, чтобы отгородить ее обитателей от внешнего мира. Но и Хуачину не составило труда создать небольшой заслон в столице, запечатав способность применения заклинания духовного общения тем, кто окажется внутри. Маленький барьер внутри большого, таким образом, этот боковой дворец превратился в футляр внутри футляра. Но поскольку они находились во владениях Цзюнь, нельзя было захватывать слишком большую площадь, иначе тот мог бы заметить колебания магических сил. Лин Вэнь кивнул Селянь: «Уверен, ты прекрасно видишь, что божество парчевых одежд у нас в руках. Если не хочешь, чтобы оно сгорело в демоническом пламени, не совершай опрометчивых поступков». В ответ Лин Вэнь почему-то рассмеялась. «Но, ваше высочество», — сказала она, — «вообще-то божество парчевых одежд вовсе не у вас в руках». На самом деле Селянь тоже это подозревал. Но все же высказал самое разумное предположение: ты вошла сюда с ним, а вышла уже без него. Не думаю, что божество парчевых одежд покинуло пределы этого дворца. Ваше высочество, должно быть, неверно истолковали мои слова. Я лишь сказала, что оно не у вас в руках, но не упоминала, что оно не в этом дворце». Селяню в голову пришла одна мысль, и он чуть повернул голову. Наверняка и Хуачен подумал о том же, поскольку взгляды обоих переместились к белому одеянию принца. «Да, вы угадали», — сказала Лин Вэнь. «Сейчас оно как раз надето на вас». Когда Селянь примерял остальные черные одеяния, он бросил свой собственный халат на пол, а затем, при повторном осмотре сундука, одежды перемешались между собой, и в какой-то момент божество парчевых одежд незаметно обернулось его белым монашеским одеянием, которое принц впоследствии поднял и надел на себя. Опустив голову и глядя на свои рукава, Селянь подумал: «Но где же тогда мое одеяние?» Хуачен тут же перевернул ящик, черные одеяния выпали из него, и в самой глубине обнаружилось одно белое, спрятанное среди них. Это и был настоящий халат принца, объяснений не требовалось, наверняка это божество парчевых одежд, пользуясь случаем, осуществило коварный замысел. Пока Селянь в суматохе примерял другие одежды, тварь подменила собой его одеяние, которое затащила в ящик. Впрочем, Селянь, нисколько не удивившись, лишь в недоумении произнес: «Не слишком ли хитроумно? У него ведь было только одно одеяние». К тому же, ведь легенда гласит, что божество парчевых одежд не отличалось особым умом, несложно догадаться, кто его надоумил. И в самом деле, Лин Вэнь призналась, этот способ подсказала ему я. Даже не думала, что когда-нибудь пригодится. Поэтому теперь получается, что это я велела вашему высочеству надеть божество парчевых одежд. Получи принц это одеяние от Хуачена, пришлось бы слушаться именно его. Но если божество парчевых одежд обмануло Селяня, поступив согласно наставлению Лин Вэнь, получается, принц теперь должен подчиняться ей. Иными словами,
теперь Селянь не может ослушаться Линвэнь и обязан выполнить любой ее приказ. Линвэнь, начал принц, а тебе никогда не приходило в голову, что божество парчевых одежд может оказаться бесполезным против меня? Линвэнь улыбнулась. Не попробуем, не узнаем. Ваше Высочество, с этого момента вам запрещено меня атаковать. Если слышите, кивните. Селянь вовсе не собирался кивать. Но стоило приказу прозвучать, он, ничего не успев понять, невольно подчинился и кивнул, почему же магия божества парчевых одежд подействовала. Но ведь когда Хуачен приказывал ему, эффекта не было. Неужели только из-за того, что приказ исходил от Хуачена, таким образом перевес сил мгновенно оказался на другой стороне? Селянь не шевелился, Хуачен не двигался тоже, они лишь обменялись взглядами, оба совершенно спокойные. Спокойно была и Линвэнь, которая произнесла: «Что ж, теперь я попрошу градоначальника Хуа снять магический барьер вокруг дворца». «Сань Лан, не делай этого», — тут же вмешался принц. «Ваше Высочество так уверены?» — спросила Линвэнь. «Я ведь могу повелеть вам что угодно». Хуачен по-прежнему сохранял невозмутимость, а Селянь подумал: «Я не могу тронуть Линвэнь, но это и не страшно, ведь других это не касается». Если Сань Лан застанет ее врасплох и схватит, а затем сделает так, что она не сможет отдавать приказы, проблема решится сама собой. Но Линвэнь оказалась весьма проницательна и сразу разгадала замысел Селяня. «Градоначальник Хуа», — добавила она, — «настоятельно рекомендую вам не тратить силы на раздумья, как бы внезапно напасть и обезвредить меня. Ваше Высочество, слушайте мой приказ. Если градоначальник Хуа на меня нападет или совершит поступок, мне неблагоприятствующий, вы должны будете его атаковать». Таким образом, она предотвратила любые действия, которыми противник мог бы ей навредить. «Ну вот, градоначальник Хуа, теперь можете снять барьер. У меня есть служебные обязанности. Во дворце Линвэнь еще лежит гора свитков, с которыми нужно разобраться, а я ни один не проверила. Давайте поскорее устраним это маленькое недоразумение». «Хорошо», — Хуачен улыбнулся краешком губ. В следующее мгновение глаза Линвэнь чуть расширились, словно она хотела что-то сказать, но не могла произнести ни звука. И если бы в тот момент кто-то стоял за ее спиной, он бы заметил на ее затылке призрачную бабочку, которая появилась там незаметно и теперь легонько шевелила крылышками. Именно это крохотное создание не позволяло Линвэнь ни пошевелиться, ни заговорить. Скрестив руки на груди, Хуачен вновь улыбнулся той самой совершенно неискренней улыбкой и протянул: «Разве мне, чтобы обезвредить кого-то, требуется внезапно нападать?» Линвэнь не могла произнести ни слова, но ее взгляд красноречиво говорил: «Градоначальник Хуа, вы забыли? Ведь я уже отдала приказ его высочеству». В тот же миг божество парчевых одежд пришло в движение. Селянь рывком развернулся, занес ладонь и атаковал Хуачена. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем взгляд Селяня на миг прояснился, и он резко пришел в себя. «Сань Лань». Хуачен стоял прямо пред ним, и на его груди поверх красного одеяния покоилась ладонь, принадлежащая Селяню. Демон не стал уклоняться, просто остался на месте и позволил принцу нанести удар себе прямо в грудь. Селянь еще не успел ничего понять, а Хуачен, уже крепко схватив его запястье, с уверенностью произнес: «Готово». Атака завершена, приказ выполнен. И в самом деле, когда Селянь достиг цели, его тело расслабилось, вернулась свобода движения. Чтобы избавить Селяня от долга перед Линвэнь, Хуачен остался стоять, не увернулся, не уклонился, а принял удар на себя. Когда действие приказа себя исчерпало, Селянь тут же убрал руку, переменился в лице, а спустя некоторое время молчания произнес: «Сань Лан, ты не ранен?» Он внимательно изучал лицо Хуачена. Но поскольку тот не являлся живым человеком, кожа и без того оставалась белоснежной, словно на нее не попадали солнечные лучи, и никаких изменений разглядеть не удалось. Впрочем, и голос его остался спокойным, как будто и впрямь ничего не случилось. «ГГ поистине невероятно силен», — улыбнулся Хуачен. Удар превосходный. Принца, казалось, всерьез напугали его слова. Он помрачнел: «Я ведь не шучу».
Только что я вложил в удар 2/3 своей силы, с тобой, правда, все в порядке?» Отдавая приказ, Лен Вэнь использовала слово «атаковать». Обыкновенно Селянь, вступая с кем-то в схватку, никогда не ставил целью именно атаковать противника. Чаще всего он лишь защищал себя или пресекал попытки нападения. Но даже сам принц не мог сказать наверняка, что будет, если он по-настоящему ударит кого-то с целью атаковать. Хуачен медленно произнес: «И я не шучу. ГГ в самом деле силен. Если бы не эти два обруча, возможно, даже Цзюнь-У не стал бы твоим достойным противником». Селянь неосознанно дотронулся до шеи, коснувшись проклятой канги, и тотчас опустил руку. Хуачен произнес: «ГГ, я задам тебе один вопрос. Какой у тебя была возможность снять проклятые оковы? Почему ты оставил их, позволяя и дальше себя связывать?» Селянь застыл, он не ожидал, что Хуачен спросит об этом. «Возможно, как напоминание самому себе», — сказал принц, затем добавил: «Сань Лан, не надо менять тему. Ну что за дурная привычка? Только что тебе достаточно было схватить меня, обязательно подставляться под удар, ГГ, значит, тебе известно, что это дурная привычка. Если уж говорить об обыкновении подставляться под удар, не тебе упрекать меня в этом». «Разве?» — спросив, принц тут же смущенно замолчал. Стоило вспомнить хотя бы тот случай под водой, когда Селянь в попытке противостоять духу нерожденного едва не проглотил меч прямо на глазах Хуачена. А разве нет? Если я могу подставиться под удар, ни в коем случае не прибегну к иным путям решения проблемы, это ведь твое дурное влияние на меня. Селянь махнул рукой: «Ладно, Сань Лан, не будем об этом. Давай вернемся к божеству парчевых одежд». Он в безысходности подергал за полы своего халата. Найти-то его они нашли, но теперь возникла другая проблема — придумать, как снять одеяние с принца.